Выпекала бисквит из 5 яиц, тортики маленькие, диаметр 2 тортиков нижнего и верхнего по 16 сантиметров. И еще один маленький тортик диаметром 12 сантиметров. Высота тортиков всех около 6 сантиметров. Покрыла все тортики тонким слоем крема. Творожный крем, идеальный крем для выравнивания. В нижний ярус, в нижний тортик втыкаю деревянные палочки, не доходя до края, примерно на 5 сантиметров, на 4. Втыкаю по кругу. Затем берем маленький тортик диаметром 12 сантиметров и устанавливаем его на нижний, который диаметром 16. Маленький тортик стоит на тонкой картонной подложке, в которой в центре сделана дырочка. В маленький ярус также втыкаем шпажки по кругу, где-то вот, не доходя до края, около 2 сантиметров. Затем вставляем по центру палочку, протыкая второй и нижний ярус. И одеваем на эту палочку третий ярус диаметром 16 сантиметров. В подложке верхнего яруса сделана дырочка, куда можно вставить шпажку. Вот такая вот заготовка у нас получилась. Теперь берем печеньки, вот такие вот двойные печенюшки у меня, и вставляем их в тортик. Некоторые печеньки я разрезаю напополам и тоже вставляю их в тортик. Теперь я беру маленькие цветочки, это у меня настоящие розочки кустовые, оборачиваю палочку пищевой пленкой и буду вставлять в пространство между печеньками. Вот таким вот образом. Теперь я слегка охлажу торт в холодильнике, чтобы крем схватился, и затем буду выравнивать его. Выравниваю тортик, используя все возможные инструменты, шпатели, спатулы, а затем нагреваю длинную спатулу в горячей воде, вытираю насухо и прохожусь по всему тортику, чтобы придать ему более ровную глянцевую поверхность. Отправляем подготовленный тортик в холодильник.